Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня я хочу сделать для вас расклад на тему, которую я вам предложила в предыдущем своем видео недавно на днях. И получила очень такой активный отклик на то, что эта тема нужна, а именно: кто этот мужчина вам? Кармический партнер? Человек по судьбе или, может быть, простой прохожий, который из вашей жизни уйдет, и вы о нем даже не вспомните. А если и вспомните, то это не будет вызывать у вас особых эмоций. И в начале расклада я хотела бы для тех, кто не в курсе, в чем разница между кармическим партнером и человеком по судьбе, немножко вам объяснить, а вы уже остальную информацию найдете в интернете огромное количество разных ресурсов, где вы можете, если вам эта тематика интересна, найти очень подробную информацию. Что такое кармическая связь? Чаще всего это означает то, что вы были связаны с вашим мужчиной в прошлых воплощениях. У вас была некая связь. Вы были или же близкими людьми, влюбленными, допустим, или были в родственной связи. Мать, сын, к примеру, или отец, дочь, брат, сестра, или друзья, или враги. Неважно. Некая связь в прошлых воплощениях у вас с этим человеком была, и что-то вы там недовыполнили. Свою роль не доиграли. Не хочется так говорить, слово не доиграли, да? Ну, давайте так скажем все-таки. И некие кармические задачи, которые у вас остались из предыдущего воплощения, с этим человеком вы переносите в это воплощение. Он может остаться вам что-то должен, вы можете остаться ему что-то должны. Не очень-то люблю слова кармический груз, кармические долги, но это действительно так и есть. И в этом воплощении вы не могли не встретиться с этим человеком, потому что ваши кармические уроки с ним не пройдены. Для этого вам дается кармический партнер. Чаще всего это очень сложные отношения. Они никогда не складываются легко. Может вспыхнуть страсть, может вспыхнуть любовь. Или же может возникнуть непреодолимое влечение к этому человеку, которое сложно даже и назвать любовью для многих из вас. Для кого-то это прям мучение, мучительная привязка к человеку. Вы не можете объяснить, что с вами происходит. Ни вы, ни он. Да, конечно, кармические задачи и кармический груз у каждого может быть разный из вас, и кто-то в этих отношениях переживает, мучается больше, чем другой партнер. Но чаще это взаимно. Вы проходите очень важный опыт. Мало того, что вы дорабатываете те сценарии, которые не были доработаны, плюс к этому вы повышаете свой уровень духовного развития в отношениях с кармическим партнером. Это очень-очень-очень важная роль как ваша в жизни вашего кармического партнера, так и его в вашей жизни. Чаще всего кармические отношения сопровождаются, допустим, очень большой разницей в возрасте. Вы можете жить в разных городах, в разных странах. Может быть, не свободен он, можете быть не свободны вы. Может быть, против семья. Или же сам человек настолько вам кажется сложным, у вас возникает к нему влечение вот такое сумасшедшее. Но человек настолько сложный, что вам тяжело вообще его понять, и вы не понимаете, что между вами происходит. В общем, это достаточно сложная такая история о кармических отношениях. Это всегда боль, это качелеобразные отношения. Люди могут расставаться, могут вновь сходиться. Может возникать страсть сумасшедшая, может случаться охлаждение, отдаление, потом вновь вспышка, и вы вновь вместе. Чаще всего кармический партнер дан нам не для того, чтобы мы, не для земных вещей, а не для того, чтобы мы с ними создали семью, родили детей. Хотя бывает и так. Кармический может стать вашим мужем, но история с ним будет тоже очень сложной и запутанной. Это не будет так, что вы с ним поженились, встретились, полюбили друг друга, поженились и жили долго и счастливо и умерли в один день. Нет, это не то. Кармические отношения – это суровые горки американские, качели, карусели. Это очень тяжелый опыт. Но этот опыт ведет к вашему духовному развитию, повышению вашего уровня духовного развития. Вот так, если вкратце. Что такое человек по судьбе? А человек по судьбе – это чаще всего человек, которого вы встречаете впервые, раньше не встречали в прошлых воплощениях. Бывает так, но вас, значит, не связывала глубокая связь, или же вы не остались должны ему что-то, а он вам в прошлых воплощениях. Этого человека вы встречаете здесь и сейчас, и он вам дан для того, чтобы выйти замуж, построить с ним семью, родить детей, иметь общий быт. Тоже по-разному складываются люди, которые нам по судьбе идут. Кто-то живет всю жизнь с этим человеком, кто-то расстается, выходит замуж еще раз, но это человек
с которым вы не переживаете такую бурю эмоций, такой просто сумасшедший опыт, когда у вас порой крышу сносит от того, что с вами происходит. Все более или менее ровно, спокойно, можно сказать, такое спокойное земное счастье. Если счастье уходит, ну что, значит, этот человек из вашей жизни уходит без особых трагедий. Вот. Я надеюсь, вы поняли, да, о чем идет речь. Есть еще такое понятие, как близнецовые пламена, но я хотела бы сделать, если вам интересно, отдельный расклад, отдельно вам рассказать о том, что это такое, сделать отдельный расклад на эту тему. А сегодня будем смотреть именно кармический партнер или человек по судьбе, или простой прохожий. То есть случайно человек в вашей жизни появился, и ничего особого он в вашей жизни не несет. У нас сегодня 3 варианта. Это будет колода Таро Арт Нуво, это будет колода Таро Последствий и колода Золотое Таро. Зеленое, белое, синее сердечко. Пожалуйста, выбирайте свой вариант. Можете посмотреть все 3 варианта, и я думаю, они для вас будут очень даже полезны. Можете задумать на каждый из вариантов какого-то определенного человека. То есть на каждый из этих вариантов будет у вас отдельный человек. Или же можете посмотреть все 3 на одного человека. Я уверена, что вы получите важные подсказочки из любого из вариантов. Давайте приступать к нашему раскладу. Итак, эти 2 пока я откладываю в сторону. И мы будем начинать с варианта номер 1. Это зеленое сердечко. И колода Таро Арт Нуво. Пожалуйста, сосредоточьтесь на своем мужчине. Напоминаю вам о том, что для того, чтобы понимать, о чем идет речь, вам необходимо посмотреть обязательно вступление, которое я сделала к этому раскладу, а потом уже смотреть свой вариант. Если не посмотрели вступление, вернитесь и посмотрите. Вариант номер 1, зеленое сердечко. Кто этот человек? По судьбе, кармический или же простой прохожий? А что за человек вообще сейчас у нас придет? И какая ситуация между вами? Ну тут резинчик, затянувшаяся ситуация, нерешаемая практически. Что-то этот мужчина с чем-то тянет. Или вам, извините, голову морочит, или же, в принципе, вы хотите неких активных действий от мужчины, он их не делает. А здесь мужчина чего-то ждет, ожидает. И вы можете с этим мужчиной находиться тут практически в вечном ожидании чего-то от него. Инициативы, решений, еще чего-либо. Смотрите, на дне колоды у нас еще и выходит 2 мечей. Вы как будто в тупике с этим человеком. По первому варианту ситуация далеко не простая. Именно с этим мужчиной. Двойственность может быть. Да, пока еще не вышли у нас арканы треугольников, четырехугольников. Но здесь ситуация довольно сложная. Резинчик, не зря сказала, а вы можете быть ждуном в этих отношениях. Ну, для кого-то из вас, может, и мужчина здесь ждун такой. Но что-то у вас не решается. Это могут быть длительные отношения, которые ни к чему в итоге не приводят. Или же, если вы в браке, допустим, с этим мужчиной, то длительное состояние неудовлетворенности здесь может быть. Повешенный. Повешенный. Здесь мужчина, кстати, очень часто себя может выставлять жертвой в отношениях. В том плане, что он никогда ни в чем не виноват, он умеет перекладывать свою вину и ответственность на плечи женщины или вообще другого человека. Вот так здесь довольно сложная ситуация, довольно ситуация такая, обстоятельства сложные. Что вы к этому человеку вообще имеете, что испытываете? Ну, здесь больше у вас конфликтных энергий, чем любви, эмоций. Эмоции, конечно, могут быть, и любовь может быть, все может быть. Но основным арканом нам показали пажа мечей. Он злится, он может ревновать, он может быть раздраженным. Это внутренний конфликт, очень серьезный. А вот в этих отношениях вы не чувствуете себя комфортно. Этот мужчина вызывает у вас раздражение своим поведением. Или же тем, что ничего не решает, или же тем, что в принципе затяжная такая непонятная ситуация. Ну, в общем, здесь много может быть аспектов, не буду останавливаться на них, потому что их миллион может быть разных. Но смысл такой здесь. Давайте теперь напрямую спросим, он кто? Он простой прохожий в вашей жизни, кармический партнер или мужчина по судьбе?
Я не вижу здесь такой информации, что вы с этим человеком были связаны в прошлых воплощениях. Однако в этом воплощении вот этот человек, он как раз и мог прийти как начало вашего довольно тяжелого кармического опыта именно с ним. То есть это может быть такой свеженький товарищ в том плане, что впервые он в вашей жизни появился, но это могло быть действительно с особым умыслом. И знаете, с какой целью здесь? Какая цель вообще высших сил? Для того, чтобы этот мужчина, вернее, что этот мужчина появился в вашей жизни, для того, чтобы вы научились себя уважать. Так что можно сказать, что этот мужчина по первому варианту, он ваш кармический, но в первом воплощении. Это не кармические долги тяжелые из прошлых воплощений, вовсе нет. Этот мужчина пришел в вашу жизнь здесь, скорее всего, впервые, здесь и сейчас он впервые с вами, но у вас возникла очень острая, очень сильная привязка к этому человеку, у вас связь по аркану дьявол. Здесь невозможно объяснить, что происходит. Это очень горячая, очень мощная связь между обоими людьми. То, что чувствуете вы, то же самое ощущает к вам он. У вас сложные, противоречивые, тяжелые отношения. По первому варианту мужчина может быть или конфликтным, с ним сложно, или же наоборот закрытым, холодным, отстраненным, что еще тяжелее, чем когда мужчина выплескивает свои эмоции на поверхность, так сказать, да? Вовне. Но то, что у вас возникли тяжелые отношения, и отношения эти как груз, вот реально как груз. Однако же вы не можете от него избавиться по той причине, что это связь по аркану дьявола, по 15-му аркану. Люди прикованы друг к другу, даже не друг к другу, а именно к постаменту этой сущности. Но эта связь вам дана не просто так. Этот человек вам дан для того, чтобы вы поняли, что такое высокий уровень самооценки, что такое чувство собственного достоинства, что такое любить и уважать себя, не терять себя в отношениях. Вот это ваш очень важный кармический урок с этим человеком. Так что это не простой прохожий в вашей жизни, вовсе нет. Из таких отношений выйти достаточно сложно, но вы из них, безусловно, сможете или выйти, или они смогут, возможно, трансформироваться и стать лучше, да, тут разные могут быть варианты. Или же вы допройдете уже свои уроки по любви к себе, повышению своей самооценки и вообще осознанию того, какой высокой, адекватной, конечно, но высокой самооценка должна быть у вас. Вот когда вы эти уроки пройдете, тогда может быть или завершение отношений с этим мужчиной, или же трансформация их в более благоприятный для вас вариант. Очень много чему эти отношения, не мужчина, нет, эти отношения учат и вас, и его. Но вам этот мужчина нужен именно для этих целей. Так что можно сказать, кармический в первом поколении. Здесь нет застарелых кармических долгов. И, конечно, это не мужчина, который простой, прохожий в вашей жизни. Очень многие из вас с этим мужчиной могли и еще могут впоследствии расцвести, даже несмотря на свой сложный опыт отношений с ним, потому что здесь сложный опыт отношений. Однако же вы могли захотеть ради этого мужчины, ну, надо понимать, что это ради себя в первую очередь, расцвести, похудеть, похорошеть, кто-то может поправиться и похорошеть, возможно, чем-то новым заняться, открыть для себя как амбициозную женщину, которая для себя же самой открыть себя, которая ставит цели, добивается, открывает для себя финансовые потоки, стоит крепко, плотно, так конкретно на ногах в плане финансовой независимости, то есть здесь может произойти ваш расцвет. Если он не произошел еще, то может произойти впоследствии. Так что здесь вот так. Кармический в первом поколении. Можно сказать так. Теперь переходим ко второму варианту. Вариант номер 2. Беленькое сердечко. И у нас по белому сердечку будет колода Таро последствий. Приветствую вас, двоечки. Напоминаю каждому варианту, что для того, чтобы понимать, о чем идет речь в этом раскладе, вам необходимо посмотреть вступление на несколько минут, которое я сделала в начале расклада. Так что, если не посмотрели, возвращайтесь и послушайте. Там я рассказываю о сути кармических отношений, отношений по судьбе. Обязательно послушайте. Итак, вариант номер 2. Что за мужчина?
Какова ситуация между вами? И что вы вообще к этому мужчине имеете? Что вы чувствуете? Да что ж такое у нас происходит? Практически в каждом уже второй вариант и выходит аркан дьявол. А ну здесь, девочки, и слез, и как, и боль, и слезы, и любовь. Вот так. Какой мужчина любящий? На дне колоды здесь у нас выходит еще и паж кубков. У вас, кстати, могут быть общие дети с этим мужчиной. Если нет детей, значит, нам просто говорят любящий. Эмоционально к вам не просто привязанный. Вот здесь по второму варианту мужчина, можно сказать, вас любит. И вы с ним настолько крепко связаны. Посмотрите, что у вас к нему. У вас к нему аркан дьявол вышел, 15-й аркан. Не зря я говорю, что очень часто в раскладах на варианты один вариант плавно перетекает в другой. По первому варианту там тоже было похоже. У вас к этому человеку возникла привязка по 15-му аркану. Тяжелая привязка, девочки. Не зря говорю и боль, и слезы, и любовь, потому что любовь здесь есть. И со стороны мужчины, и со стороны вас. Посмотрите, какой у нас замечательный вышел аркан на сигнификацию у вашего мужчины. И это вы. И вы с ним пара, и вы друг друга любите. Или любили, или по сей день у вас остается вот такое ощущение. С этим человеком вы однозначно являетесь кармическими партнерами. У вас была связь в прошлых воплощениях. Что между вами сейчас? Этот мужчина может быть из вашего прошлого, из вашего детства, из вашей юности, или человек, с которым вы в очень длительных отношениях находитесь. Даже может быть семья, дети общие. Если нет, то вот этот аркан шестерка кубков, он не всегда говорит, что это человек из вашего прошлого в этом воплощении. Возможно, в прошлом воплощении вас связывали отношения такого вот порядка. Вы могли быть или семьей, мужем, женой, или родственниками близкими, допустим, братом, сестрой, или сестрами, братьями, или мамой, дочерью, отцом, сыном, там, неважно. В общем, некие очень теплые отношения у вас с этим мужчиной были в прошлом. И когда вы встретились с ним здесь, у вас возникла очень тяжелая привязка по дьяволу. И боль, и слезы, и любовь. Вот эта ситуация по варианту номер 2. Девочки, смотрите на сигнификацию. Если ваша, то значит смотрите дальше. Если нет, можете перевыбрать другой вариант. Кармический или нет, я уже сказала. Давайте суть еще ваших отношений посмотрим сейчас. Ну да, все то же самое. То, что кармически здесь нет никакого совершенно, никакого сомнения. Для очень многих из вас эти отношения могли закончиться. Но знаете, что, судя по тому, что я вижу по этому раскладу, если ваш мужчина жив-здоров, все в порядке, то эти отношения как закончились, так они могут вновь возобновиться. Но для очень многих из вас, да, отношения здесь закончены, и вы смотрите на бывшего партнера, с которым у вас вот такая вот ситуация закончилась. Была, вернее, она закончилась. Если продолжаете отношения с ним, ну, значит, вот знаете, что с этим человеком, даже если вы подойдете к грани расставания и расстанетесь, то в любой момент эти отношения могут вновь вас к нему повернуть и привести. То есть здесь вот такое, к сожалению, цикличное, да, достаточно отношения кармические, но для кого-то из вас уроки уже пройдены. Поскольку аудитория расклада большая, я могу вам сказать так, что для тех, кто уроки уже прошел и с ним расстался, значит, просто надо поблагодарить судьбу за то, что этот человек в вашей жизни был, потому что именно с ним вы расцвели эмоционально, вы поняли, что такое любить. И даже если были с ним сложности, трудности, знаете, что он вас тоже любил или продолжает любить по сей день. Смотрите по своей ситуации, произошло расставание или нет, потому что у многих расставание по второму варианту точно произошло, или же вы с ним расстались, а потом сошлись вновь. Вот здесь вот так. Если же вы с ним продолжаете отношения, то знайте, что, по крайней мере, это любовь. И это, безусловно, связь кармическая. Но тоже не такая, что вы там в ближайших воплощениях прошлых были во многих воплощениях вместе. Да? Это тоже такой достаточно свежий кармический опыт, но он есть, безусловно. И с этим человеком вы связаны не только кармой из предыдущих воплощений, но еще и по аркану дьявола. Здесь еще и возникла очень болезненная привязка. Так что, девочки, здесь вот так. Смотрите, что творится. У нас практически все, да, идут кармические. Может быть, кто-то окажется обычным прохожим. Вариант номер 3. Синенькое сердечко. И колода Таро
золотой фольги. Третьему варианту тоже говорю о том, что если вы не прослушали мое вступление в начале, несколько минут вступления, обязательно прослушайте. Я там объясняю, что такое кармические отношения, что такое партнер по судьбе. Обязательно прослушайте для того, чтобы понимать ясно, о чем идет речь сейчас. Итак, вариант номер 3, синенькое сердечко. Будем смотреть, что же у нас по третьему варианту. Смотрите, дно колоды, кстати, вышел король пентаклей. Здесь мужчина может быть или земной стихии, или такой весьма и весьма практичный. Что за мужчина, как нам его характеризуют? Он король пентаклей, а вы королева пентаклей, кстати. Вы с ним пара, зависимая от женщин. Может быть, не свободен, или ваш муж, или, может быть, у него кто-то есть. Если свободен, значит, ему нужна женщина. Он нуждается в паре, потому что он очень зависим от женской энергетики. Необходима просто ему женщина, этому человеку. Возможно, его любимой, его партнершей являетесь вы. Если нет, значит, нужна ему женщина. Что между вами? Любовь, для кого-то семья, очень серьезные, глубокие эмоции, прям богатейшая палитра эмоций между вами. К сожалению, для части из вас может быть так, что как препятствие идет семья, возможно, его семья, может быть, он не свободен, бывает и так. Но то, что неважно, есть у него семья, нет, ваш муж, чужой муж, у вас очень много эмоций, между вами любовь. Вот так выходит. Кстати, мужчина очень, не просто зависим от женщины, он не может без женщины. Даже если и окажется, что по натуре одиночка нам его покажет, но все равно женщина нужна. Одиночка одиночкой, но женщина ему необходима рядом, чтобы она была. Что вы к нему имеете? Что вы чувствуете? Да что ж такое? Слушайте, у нас сегодня, я так понимаю, все 3 расклада приблизительно на одну тему выходят. Что у вас к нему? Тоже аркан-дьявол, так же, как и во втором варианте, очень похоже на первый вариант. Дикая, сумасшедшая привязка, как эмоциональная, так и энергетическая, сексуальная. Причем это не только у вас, это и у него к вам. Вы связаны крепко-накрепко, вы можете даже ощущать на физическом уровне, какая сильная между вами связь. И эта связь может вызывать у вас даже боль, не только душевную, а даже и на физическом уровне вы можете ощущать это. Кстати, вы друг друга чувствуете, и вы чувствуете его, и он чувствует вас. Дьявольская привязанность, но и любовь. И боль, и слезы, и любовь. То, что я говорила во втором варианте, то же самое приблизительно у нас выходит в третьем. Я не зря вам в начале расклада порекомендовала посмотреть все 3 варианта, потому что из каждого варианта вы можете для себя взять что-то свое. Кармическая ли связь между вами? Пока сложно сказать. Или же это мужчина по судьбе. Ну, тут карма. Да, девочки, сегодня у нас все 3 варианта говорят о том, что ни одного мужчины просто прохожего обычного в вашей жизни нет. По судьбе, ну что могу сказать? Ну, возможно, первый вариант можно сказать, что больше по судьбе, да, чем все остальные. Но там тоже кармический компонент очень серьезный, потому что в первом воплощении пришел мужчина к женщине. А здесь у вас давние, цикличные, повторяющиеся из воплощения в воплощение отношения. Причем отношения очень тяжелые. С этим человеком вы можете расставаться, причем расставаться очень тяжело. Очень, как будто все рушится, весь ваш мир рушится в связи с расставанием с этим мужчиной. Сам этот мужчина, он перевернул ваш мир с ног на голову. Вы проходите очень серьезные кармические уроки с ним и отдаете, да, неприятные, нехорошие слова, но так и есть. Кармические долги друг другу. И причем здесь не только вы отдаете ему таким образом через страдания, мучения, переживания, разрушения долги свои, но и он вам. Здесь давняя кармическая связь идет. То есть череда перевоплощений ваших реинкарнаций, она постоянно происходит, и этот человек постоянно к вам приходит в каждое воплощение. И вы никак с ним не можете допройти некий свой кармический
какие-то кармические задачи свои. То есть вы здесь должники друг другу, и он, и вы. Очень сложные, тяжелые, я бы даже сказала, отношения. И здесь вы можете как расставаться, причем со скандалами, или же просто вот с острыми такими эмоциями, с болью в сердце, так и возвращаться через некоторое время. Здесь не пройденные кармические уроки. Если по второму варианту можно сказать, что для кого-то пройдены, для кого-то нет, здесь нет. Здесь кармические уроки не пройдены, соответственно, это колесо может вас крутить дальше и дальше и дальше, вертеть с этим человеком еще длительное время. Но здесь, знаете, давайте я спрошу, а как можете ли вы что-то сделать для того, чтобы как можно быстрее из этого, так сказать, выбраться? Возможно ли вам что-то сделать в этой ситуации? Я не могу сказать, что вы можете что-то здесь сделать, потому что пока не пройдете с ним все, что нужно пройти с этим человеком, конечно, вряд ли вы его полностью отпустите. Даже если вы с ним расстались, все равно вы еще не отпустили этого человека. Но новые отношения могут, конечно, в этой ситуации помочь. То есть здесь идет так, что вы можете встретить очень искреннего человека, другого, не этого мужчину, который может вас из этого водоворота все-таки выхватить. А он кармический, этот человек, или как? Да, это другой мужчина однозначно. А вот это будет мужчина скорее по судьбе, с которым вы могли бы... Тот человек, который для земных вам, так сказать, долгожданный, для земных радостей, для земных дел, для земных таких забот, для земного счастья дан. Вот такой человек вас действительно из этого водоворота может выхватить. Но время, конечно, покажет. Нам показали как возможность выхода из этого. Или же просто прохождение окончательно уроков ваших, и тогда вы сможете вопросы с этим мужчиной порешать сами. Или выйти из отношений, или, возможно, они трансформируются в нечто более позитивное. Вот такой у нас получился сегодня расклад. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца. Надеюсь, из каждого из вариантов вы почерпнули для себя что-то интересное, или же нашли прям свой вариант из этих трех. Всем желаю добра, счастья, любви, гармонии, только счастливых, гармоничных отношений и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий. Всех обнимаю, люблю и пока-пока. До следующего расклада.